День Португалии. Иранские власти казнили участника протестов. Пострадала Одесская киностудия. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 14 июня, 14:30. 10 июня – День Португалии, поэта Камоэша, португальских общин за границей, День ангела-хранителя, а также День вооруженных сил Португалии. Мы поздравляем всех португальцев и благодарны вам за возможность жить и работать в этой прекрасной стране. В этот день в 1580 году умер величайший португальский поэт Луиш Камоэш, описавший историю Португалии и португальских мореплавателей в эпосе «Лузиадаш» о путешествии Вашку да Гама в Индию. Португалии почти 9 веков. 5 октября 1143 года король Альфонсо VII Леонский и Кастильский официально признал независимость королевства, созданного доном Афонсо Энрикешем. В то время соглашение между двумя королями должно было быть скреплено папским признанием. 23 мая 1179 года пришла папская булла, известная также как «Манифестис Пробатум». 11 июня новостная организация The Associated Press сообщила, что иранские власти казнили Аббаса Куркури, задержанного в 2022 году во время протестов Women Life Freedom. Его обвинили в том, что он был одним из которые участвовали в перестрелке с иранскими силами безопасности на рынке в Изехе, в результате которой погибли 7 человек. Правозащитники считают, что Аббас был невиновным протестующим и был казнен без справедливого суда. Мать 9-летнего мальчика Киана, погибшего в этой перестрелке, говорила: «Когда мы ехали домой, офицеры открыли огонь по нашей машине». Хотя во время предвыборной кампании ставший президентом Масуд Пезешкиан и обещал положить конец преследованию женщин полицией и нравов, власти Ирана начали использовать беспилотники для слежки за женщинами, которые ходят без платка на голове. В ночь на 7 июня Харьков подвергся наиболее масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны. Погибли 3 человека, пострадали 21. Помимо дронов, российские войска ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге. В ночь на 10 июня российские беспилотники атаковали Одессу. Погибли 2 человека, по меньшей мере 9 пострадали. Уничтожена часть съемочного комплекса Одесской киностудии, известной нам с детства. Там снимались такие фильмы, как «Вертикаль», «Таинственный остров», «Весна на Заречной улице». У нас вышло еще одно стихотворение «Русь и рассвет». Оно называется «Что?». О чем она? Смотрите видеозапись в разделе Make Art Not War на нашем YouTube-канале. Она спрашивает, а мы предлагаем подумать, что делать. Присоединяйтесь к бета-тестированию дискуссионного клуба. Мы пытаемся собрать лучшие практики, которые будут полезны для формирования образа и программы, свободной от тирании и дружелюбной, в том числе к своим гражданам, будущей России. Пишите на info@adrl.pt. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.